Мы до недавнего времени говорили о том, что противовирусных препаратов не существует. И вот они появились. Но, как мы с вами знаем, вирусов тоже огромное количество. И пока существует только два препарата – Вирон и Фитовирин. И я уверена, что и эти препараты действуют не на все вирусы. Но мы с вами узнаем это только опытным путем. Добрый день, друзья! Я не часто раскладываю перед собой вот такое количество печатных листов для того, чтобы не только вам рассказать свое мнение, но и зачитать, не заучивая, то, что мне бы хотелось донести из первых рук. Можно, конечно, было это, как в первом классе, выучить наизусть и протараторить вам, но мне это не интересно, потому что мне хочется высказать и свое мнение, и действительно донести для вас очень интересную информацию. Мы до недавнего времени с вами все время говорили о том, что противовирусных препаратов не существует. И вот они появились. И спасибо моей подписчице Алене, которая мне огромную информацию предоставила по одному из препаратов. Она мне написала, будем тестировать или нет? Конечно, Алена, будем. И сегодня я рассказываю, я не тестировала еще ничего. Вот у меня есть точно одно растение, которое поражено вирусом. Это мультифлора. И я как-то вам ее показывала, про нее рассказывала. Она цветет очень долгое время. Если найду видео, оставлю в правом верхнем углу экрана. Но я рассказывала не так давно, что видео придется поискать. Даже сейчас у нее есть цветонос. Это небольшая мультифлора, которая цветет желтыми цветами с красными прожилками. Она мне очень нравилась, но она при покупке запомнилась мне тем, что у нее на листьях был кольцевой вирус. Но так как это было очень давно, я тогда не обратила на это внимание. И по прошествии многих лет, когда появился интернет, когда стали рассказывать про вирусные заболевания, я вспомнила, у меня прям в глазах вот этот кольца остались эти, я и долго за ними наблюдала, на листьях вот эти кольца, кольцевой вирус. Нет, к сожалению, фотографии, но мне это очень-очень запомнилось. И это растение с вирусом. Никуда вирус из нее не исчез. Да, сейчас не появляется таких колец, но вот желтые пятна, они все равно на листьях присутствуют. Причем молодой лист растет совершенно здоровый, но по прошествии какого-то времени такие пятна появляются, даже небольшие. Да что ж такое-то? Ну, не кольца, а такие прямо как прожилки. Это вирус, однозначно. Ну и сейчас мы с вами много очень и часто говорим о том, что пораженных вирусом растений очень много. И вот до недавнего времени такие растения, ну, конечно, не в России, но хотя многие так и делали, но везде в других странах, в Европе и в Америке такие растения уничтожаются, сжигаются, причем не просто на костре, в специальных печах, где этот вирус сгорает. Уничтожается полностью. Да, и уничтожается полностью, потому что это очень-очень сложно. Вы знаете, мы тоже недавно все переболели интересным заболеванием, вирусным. Так что и растения болеют. Ну, а мы с вами прекрасно знаем, как избавиться от вредителей, что такое фунгициды, как лечить растения от грибковых заболеваний. И вот, наконец-таки, появились вирусилиды. Это препараты для борьбы с вирусными заболеваниями на растениях.
Перечитав все, что только можно, перечитав в интернете, я обнаружила, что таких препаратов всего 2. Но приобрести я смогла один – Верон, произведенный турецкой компанией. Одобрен к применению в России. Это вот все, что я вам могу сказать о препарате. Верон – это противовирусное средство, которое действует непосредственно на основные механизмы вирусов, на зараженной структуре растений. Прекрасно. Ну, по первым строчкам замечательным. Улучшает состояние растения от пережитого стресса, вследствие чего произошло заражение и вирусы распространились. Фунгицид Верон защищает растения от вирусов следующим образом. Он действует непосредственно на основные механизмы вирусов на зараженной структуре растения. Препарат проникает в зараженные клетки, блокирует и способствует кристаллизации вирусов. Отлично. Что возвращает растение к приближенной и нормальной жизнедеятельности. В результате действия фунгицида нормализуется рост растения, цвет новых листьев вновь возвращается от желтого к зеленому. Растение, ну тут про плоды, все понятно, про цветы и плоды, как бы все становится на свои места. Препарат используется как для лечения, так и для профилактики вирусных заболеваний. И он протестирован и одобрен еще и для посадочного материала. В общем, смогла я приобрести на Wildberries только препарат Верон. 10 мл. Цена до 260 рублей. Я еще не пробовала ничего делать, потому что у него очень сложный процесс лечения. Я вам даже не буду это все рассказывать и показывать, потому что для лечения вот есть, просто показываю листик, есть для профилактики, есть для лечения. Если вы точно определили, что на вашем растении есть вирусное заболевание, то нужно лечить. И вот сейчас объяснять вам, как лечить, потому что на 4-й, на 5-й день делать вот так, вот так, вот так, вы сейчас запутаетесь, поэтому я сделаю скриншот и оставлю в описании под видео и обязательно выложу в телеграм-канале. Прям все про этот препарат. Препарат очень интересный, новый, конечно, мало протестированный, ну, на листьях табака. Провели эксперимент, а на орхидеях, похоже, никто не проводил эксперименты. Поэтому мы с вами возьмем одно растение. При животных я это делать не буду. Точно в соответствии с инструкцией обработаю вот эту орхидею. Но сейчас она выпускает цветонос, и вряд ли я увижу новый молодой лист. Но я ее пролечу и расскажу вам свое мнение. Может быть, еще 1 или 2 растения возьму. Ну, есть вирусы на орхидеях. В общем, все, что я сделаю с этим препаратом, я вам буду рассказывать. Мне самой это очень интересно, потому что много заболеваний, действительно много вирусных заболеваний на растениях. Еще один препарат я обнаружила, но найти и приобрести его я не смогла. Ни на одном маркетплейсе он не продается. Это природный белок, выделенный из определенной бактерии, который способен разрушить оболочку вируса и проникнуть внутрь и расщепить ДНК или РНК. В общем, тоже что-то интересное, но пока этот препарат я не нашла. Но, как мы с вами знаем, вирусов тоже огромное количество. И пока существует только 2 препарата – Верон и фитовирин. И я уверена, что и эти препараты действуют не на все вирусы. Но мы с вами узнаем это только опытным путем. И еще, у нас нет с вами тестов
на наличие вирусов. Более 60 сейчас. Да, не 200. 200 это у нас грибковых заболеваний. 260. 260 это, знаете, как мне муж хорошо подсказывает, 260 это у нас грибковых заболеваний, а более 50 выявлено вирусных заболеваний. Не уверена, что эти два препарата смогут вылечить от всех вирусов, но пробовать нужно. И мы с вами начинаем вот такой интересный эксперимент по применению этого препарата. Применение сложное, лечение сложное. Выложу вам информацию применения на литр. Есть уже пересчет. В этом флакончике 10 мл. И очень удобно отбирать инсулиновым шприцом. Как раз градация инсулинового шприца это 1 мл. Очень точно можно применять препарат. Применение для лечения сложное. Тут через 4 дня после первого применения, через 7 дней после второго, через 10 дней после третьего. Разная дозировка. Поэтому рассказывать, вот чтобы вы со слуха это все воспринимали, не имеет никакого смысла. Все это будет выложено в описании под видео. И не забудьте про телеграм-канал. И в телеграм-канале. Ну что, начинаем эксперимент. Не ранее, чем через 2 месяца я вам расскажу, что из этого получилось. Применяю пока препарат Верон. Возьму несколько орхидей и попробую. Подождите конца моего эксперимента. Вы можете заранее, конечно, приобрести такой препарат. И если вы знаете, что у вас тоже есть вирусные заболевания на орхидеях, то попробуем с вирусами бороться. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.